Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я записываю подкаст на видео, потому что когда я монтировала свой предыдущий подкаст, мне показалось, что если ты не видишь человека, то это немножко скучновато слушать в фоновом режиме, тем более язык, который вы изучаете, то есть вам незнакомый язык. Это было бы очень полезно, чтобы вы видели человека, который с вами говорит, смотрели на артикуляцию, на то, как говорит человек с вами, на жестикуляцию, чтобы узнать о человеке больше, узнать о его языке, об экспрессии, с которой он разговаривает. Вот. Поэтому сегодня будет такой видеоформат, но если вам хочется, вы можете в любой момент свернуть видео и просто слушать меня, но в общем и целом пусть будет видео. Я хочу с вами поговорить, я хочу, чтобы вы меня видели, мне будет так намного проще. Так, посмотрю, вроде бы звук записывается. Звук у меня записывается отдельно на мой замечательный диктофон. Я надеюсь, что качество будет хорошее. Итак, начнем. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как простому человеку важно прислушиваться к себе. Прислушиваться не только к своей душе, к своим желаниям, но и прислушиваться к своему организму, к своему здоровью. Потому что, как правило, наше тело должно быть в гармонии с душой. И если вдруг вы чем-то недовольны, либо вы делаете что-то из-под палки, то есть нехотя, вам это не нравится, то зачастую человеческое тело, оно начинает протестовать. Вы можете заболеть, вы можете получить эмоциональное истощение и на фоне этого заболеть чем-то. У вас могут начаться головные боли постоянные. Вы можете очень часто болеть простудой, либо у вас может начать болеть желудок. Все наши системы начинают давать сбой. И в такой момент нам нужно вовремя остановиться и понять этот сигнал от организма, от нашего тела, что нужно пересмотреть свою жизнь. Возможно, пересмотреть приоритеты, расставить их совершенно по-другому. Возможно, мы просто устали, загнали себя. Иногда нужно просто остановиться и создать план, перестать хватать информацию отовсюду. То есть оттуда немножко, отсюда немножко, там что-то сделал, здесь что-то сделал, и в итоге у тебя нет ничего. Ты растратил всю свою энергию и не получил ничего. Так, сейчас я зачитаю вопрос одного из подписчиков. Майк Гуд спрашивает: что вы думаете о падежах? Надо ли учиться их правильно использовать? Или просто повторять фразы? Дорогой Майк, я считаю, что падежи нужно знать, если вы хотите научиться грамотно писать.
на русском языке. Если вы собираетесь работать в России, либо просто хотите блеснуть знаниями русской грамматики. Но если вам нужно просто разговаривать на русском языке, для этого не обязательно учить падежи. Постепенно, с наращиванием словарного запаса, у вас появятся фразы в голове, которыми говорит 90% русских людей. То есть, если вам нужно будет спросить, куда вам нужно проехать, как купить то-то, то-то, как заказать что-то, как позвонить куда-то, спросить, опять же, номер телефона, предположим, то это все очень просто и банально. Это очень легко выучить, все эти фразы. Для того, чтобы, например, рассказать о чем-либо, вы можете использовать какую-либо тематическую литературу, либо тематический фильм, в котором рассказывается о том, о чем вы хотите рассказать кому-то. Просто черпайте для себя как можно больше информации по той теме, которую вы хотите рассказать, чтобы в вашей голове уже были устоявшиеся фразы, правильные фразы, которыми вы впоследствии могли бы оперировать. Но что я порекомендую вам делать, если вы хотите выучить падежи? Уделяйте каждому падежу примерно 1 неделю для изучения. Не нужно учить все падежи в 1 день. Это огромная ошибка. Возьмите 1 падеж. Поймите всю суть этого падежа. На какие вопросы он отвечает. И самое главное, найдите как можно больше примеров на каждый падеж. Примеров фраз, предложений, и старайтесь заучить их, чтобы в различных ситуациях правильный ответ, опять же, был у вас уже в голове, чтобы он уже был записан и отработан вами. Это самое главное. И постепенно учите другой падеж через еще 1 неделю, потом через 2 недели учите еще 1 падеж, потом через неделю еще 1 падеж. То есть для того, чтобы выучить все падежи, вам нужно 6 недель, так как в русском языке 6 падежей. Я не думаю, что это требует каких-то огромных усилий. Если у вас есть такая цель, я думаю, что очень легко ее достичь, просто выполняя последовательные действия. Нужна регулярность, как я постоянно говорю вам. Вернемся к нашим баранам, вернемся к нашей истории. Я хотела бы рассказать вам историю из моей жизни. Когда я работала в офисе на обычной работе, мне не нравилось там работать. Это мягко говоря. Потому что эта работа высасывала из меня силы, высасывала из меня энергию и давала взамен, для меня лишь какое-то количество денег. И все. Я исчерпала практически весь свой энергетический ресурс, и в конечном итоге моя энергия закончилась. Мой организм говорил мне: хватит. Когда я дополнительно работала для того, чтобы получить больше денег, для того, чтобы как-то влиться в коллектив,
стать там своим человеком, бралась за любую работу, помогала. В общем, я старалась делать все, что я могу, изо всех сил. К тому моменту я училась в институте, поэтому вы сами понимаете, как это тяжело ходить на учебу, затем работать, приходить с работы домой, готовиться к следующему дню на учебе, то есть учить что-то, и затем просыпаться вновь рано утром, ложиться поздно ночью и просто отдавать всю свою энергию, можно сказать, в никуда. В конечном итоге я просто на улице неудачно упала, когда была очень уставшая, как обычно, и порвала связку в коленном суставе. Кто знаком с медициной, знает, что после этого очень тяжело ходить, практически невозможно, пока вот эта связка не заживет. Мне пришлось бросить эту работу. Тогда мне казалось, что это просто ужас произошел в моей жизни, но на самом деле мое тело, оно заставило меня принять правильное решение. Теперь давайте вновь зачитаю вопрос от Майка. Как хорошо практиковать глаголы движения? Есть идеи? Что бы я хотела предложить вам, дорогие друзья? Для того, чтобы учить глаголы движения, вам нужно любить русские песни. Например, песню Жанны Фриске «Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя. Давай пойдем с тобой вдвоем, там будем только ты и я». То есть берете любую песню, встаете, я вам покажу, встаете и начинаете просто танцевать и петь. Это самое главное, находиться в тонусе, заряжаться энергией. И самое главное, что вы будете повторять эти фразы вместе с певицей или с певцом и учить правильное произношение. И плюс ко всему это будет весело. Давайте я вам покажу. Песня Рины Аллегровой «Угнала тебя». Угнала, то есть взяла и просто украла. Угнала машину или угнала мужика. Угнала тебя, угнала, и что же тут криминального? Я думаю, вы меня поняли. Берете песню, включаете ее на полную громкость, распечатываете себе текст этой песни и просто танцуете и поете. Больше энергии, больше энергии. Больше веселья. Так вы запомните не только глаголы движения, но и выучите много классных фраз, особенно в песнях про любовь. Итак, вновь вернемся к моей истории. Затем, после того, как я потеряла свою работу, я долго думала, чем бы мне таким заняться, что могло бы радовать меня, мою душу. И я начала заниматься фотографией. И в конечном итоге, когда я вышла уже на какой-то уровень, когда я начала снимать свадьбы, когда у меня появилось очень много людей, которые хотели бы у меня пофотографироваться, я начала получать не только кайф от этого, не только вот эту вот отдачу от людей, которые довольны своими фотографиями, им нравится, как они выглядят, и к тому же еще начинаешь получать за это какую-то плату. Самое главное, что эта плата денежная, она не сравнится никак с той
от того, что ты понимаешь, что ты делаешь это в кайф, и тебе это очень нравится. Поэтому, друзья, когда вы учите русский язык, найдите ту тему, от которой вы получаете кайф. Если, например, вот вы фотограф, вы можете найти русских видеоблогеров, которые рассказывают о фотографии. Вы можете смотреть их видеоуроки, учиться русскому языку у них, потому что вам эта тема интересна. Либо, например, вам нравится живопись, и вы хотите научиться общаться с русскими художниками, перенимать у них опыт. Найдите видеоблогера-художника, который рассказывает о том, как он рисует, и повторяйте за ним. Учите фразы, которые он говорит, названия, там, кисточка, либо, не знаю, там, краски. Учитесь этому у них. То есть найдите свою тему, которая вам реально нравится. И получайте кайф от изучения иностранного языка. Не заставляйте себя. Это самая, наверное, глупость большая, которую может сделать человек в своей жизни. Это делать что-то с ущербом для себя, для своей энергии, для своего настроения, для своей жизни. Поверьте, что учеба может быть интересной и классной. Я думаю, что это видео вдохновит вас. Я думаю, что теперь вам будет намного проще найти что-то интересное для себя в русском языке и сделать ваше обучение классным, интересным и полезным для вас. Итак, друзья, спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Чуть не забыла, я хочу вам похвалиться. Раз уж я заговорила о живописи, да, я наконец-то испробовала масляные краски и нарисовала вот такую картину вчера. Вот. Мне безумно понравилось заниматься по обучающим видео на YouTube. Поэтому, друзья, ищите то, что вам нравится, и идите в этом направлении, несмотря ни на что. Вы получите огромную отдачу. Всем спасибо за внимание. Отличного дня вам, дорогие друзья. Всем пока-пока.